Всем привет! Сегодня покажу, как заправить нить в иголку так, чтобы в процессе работы она не распускалась. Как я делал до недавнего времени. И в принципе показывал в своих видео. На примере покажу нитки 0,8 мм, это синтетика. В общем, продеваем нить в ушко иглы. Вот, продели. И потом вот в этот кончик, который вот продели, вытащили, да, я прокалывал дважды. Вот раз проколол нить и второй раз чуть выше. Вот таким вот образом. Потом продели, протащили и затягиваем. Все, получалось вот такая вот штука. В процессе работы такой вот вариант именно заправки нити в иголку. Нитка здесь распускается. То есть чем дольше мы шьем, тем сильнее она распускается и в итоге просто вынимается с иглы. С этим я боролся следующим образом. Изначально, когда продел нить в иголку, вот здесь вот запаивал. То есть синтетической нитью можно вот здесь кончик этот запаять просто зажигалкой там, и все, работать. В чем неудобство? Часто вот этот вот запаянный кончик, он плохо продевался в отверстие, то есть он мог таким комочком браться и плохо продевался в отверстие, или в процессе работы отрывался и нить все равно распускалась. Таким способом я работал до недавнего времени, пока попробовал немножко иначе заправить нить, и получился хороший результат. Получилось дольше шить, нить не распускается. Единственное, что вот в месте, где нить соприкасается с металлом, вот здесь вот она трется, то нитка распушивается, и возможно там какая-то просто заусеница, я не знаю, но именно в этом месте, получается, нить протирается. Вот. Покажу новый способ на примере льняной нити. Это образец ниток от компании Мэйси. Толщина 0,55 мм. В общем, почему на льняной? Потому что именно с ней возникают определенные сложности. Если, допустим, на синтетике мы там запаяли кончики, можем дольше шить, то здесь льняную запаять не получится, потому что она натуральная и нету здесь пластика, то есть она вот здесь не запаивается, просто обгорает и все. И также у меня в комментариях был вопрос, как заправить нить именно тонкую в иголку. Тоже сейчас покажу вот на примере этой нитки. Немаловажным в работе есть вопрос именно выбора иголки для работы. Я пользуюсь вот такими John James 204. Это такая коротенькая иголка с острым кончиком. Именно в работе с тонкой нитью важно, чтобы кончик был острый, потому что тупым мы сложно будет проколоть нам подобную нить. Значит, что касается тонких нитей, у меня зрения хватает, то есть я прокалываю вот эту тонкую нить, даже там 0,45, 0,35, в принципе, получается проколоть именно острой иголкой. Но видел мастера, чтобы продеть вот именно иголку через нить, пропустить, что они делают? Они, допустим, вот, берут вот такие щипцы и просто ее раздавливают. Или же берут ложатом и молоточком, чтобы она расширилась, и уже в это расширение потом продевают иголку. Ну и теперь, собственно, сам способ. То же самое, естественно, продеваем нить через ушко иглы. Вот, продели.
Игла у меня короткая, то есть я вот таким вот образом, допустим, продел нитки где-то на длину иглы, если нужно чуть сэкономить там на пол иглы, в общем, вот таким вот образом. И теперь это все дело мы переворачиваем, вот так вот переворачиваем и прокалываем уже. Сейчас. Вот, не наш вот этот кончик, остаток именно, а то, что идет как бы до иглы. Тоже делаем раз и второй раз. Так, получаем вот такую вот картину. У нас здесь остается кончик, здесь продеваем 2 раза. Прокалываем. То же самое возвращаем вот сюда, и здесь затяжку нужно делать не за вот эту как бы длинную нить, которая у нас основная осталась, а именно за кончик. То есть тянем за кончик и затягиваем. Этот способ он менее экономный, потому что у нас остается вот такой большой как бы кончик нитки, в принципе, даже больше, чем сама длина иголки. Но вот как поработал, нитка после именно такого продевания, она не распускается. Возможно, есть какие-то рекомендации, кто-то работает иначе, или, допустим, именно так же работает, кто-то подтвердит как бы правильность этого способа, или кто-то опровергнет. Это просто найдено методом проб и ошибок, так что буду рад любым комментариям. Если подводить итог, первый способ, он хорош на коротких швах. Вот, допустим, я делаю там 5 стежков. Мне проще вот так вот и быстрее продеть быстренько нить в иголку, заправить, да, и прошить 5 стежков. Вот именно вот таким вот способом я просто, может, уже привык. Вот. И этот способ хорош только на синтетической нити, которую можно заплавить от кончик. В других случаях нить распускается, проверено как бы и на круглых плетеных нитях, и на плоских. В общем, как бы результат один и тот же. Второй способ, он хорош в принципе на всех нитях и на всех швах. То есть он хорош именно на прошивке таких как бы длинных дистанций в один заход. Вот. И также подходит, что в принципе немаловажно, для нитей натуральных, льняных, которые нельзя заплавить. Вот, держится нить, она не распускается. Единственное, что может вот здесь как бы протираться, что я говорил, но это через определенный как бы этап прошивки. То есть обычно этого хватает. Значит, я еще хочу сказать, когда вот здесь у меня протирается немножко, что я вижу, что может как бы оборваться нить, я просто ее чуть-чуть вот здесь так вот вытаскиваю, то место, где протирается, и затягиваю там, ну, в общем, там, где нить целая. То есть так можно тоже делать и, в принципе, дальше шить. То есть с этим проблем не будет. И еще бывает так, что вот этот узелок, он сползает и потом снимается с нашего кончика. За этим нужно следить во время прошивки. И когда, допустим, вот он сполз, вот здесь, просто нужно подтянуть, и все, и дальше можно работать. Это такие как бы нюансы, которые могут возникнуть в ходе прошивки. Надеюсь, видео будет полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь, и спасибо за просмотр.